Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уже решила появиться в новом формате, скажем так, либо в каком-то таком переходном формате, так как сегодня я хотела рассказать о том, как я учила испанский язык. И постараюсь, конечно, вставить какие-нибудь слова или фразы, или объяснить вам какие-нибудь особенности испанского языка, да, вот в своей аргентинской форме. Те, кто знал мой старый канал, который на самом деле тот же самый канал, но поменял свою тему, то есть cambio de temática. В данном случае мы используем не слово «тема». Слово «тема» существует в испанском, но когда это более что-то обширное, да, мы говорим «тематика». Так вот, мне было 14 лет, я практически сразу пошла в школу, в секундарию, нивель секундарию, и сразу нужно было пытаться понимать различные предметы, пытаться понимать домашние задания и начинать как-то пытаться писать контрольные работы. Я помню, был такой предмет «Formación ética y ciudadana». Сейчас он называется по-другому. Но это что-то типа права. И я помню, я из 10 баллов на первой контрольной получила 4. Для меня это было серьезно, потому что я была как бы всегда хорошей ученицей, а тут вот такой балл, да, очень-очень низкий. Но понятное дело, сначала я абсолютно ничего не понимала. И я везде ходила со словарем. У меня был словарик русский, испанский, русский. Я его с собой притащила из Украины. И потом в супермаркете, я уже это рассказывала, кажется, в одном из видео, в супермаркете я попросила родителей, тогда было недорого совсем. Почему были эти книги в супермаркете, я не знаю, но там была огромная энциклопедия, где слова на испанском определялись на испанском же языке, плюс еще было там много другой информации по истории, по географии и так далее. И таким образом я начала расширять свой словарный запас, потому что словаря вот этого вот карманного, да, как здесь говорят, de bolsillo, его не хватало. Не то чтобы я уже знала все слова из этого словаря, но для некоторых случаев я заходила в этот словарь, а слов там не было. Еще хотела добавить такой нюанс. Моей сестре было 12 лет, когда мы приехали. Но так как здесь скажут нерд, да, вот человек, который всегда что-то хочет новое изучить и углубить, это как бы был мой профиль, и к тому же я была немножко постарше, то, в принципе, за переводчика использовали меня везде. Да? То есть я ходила со своей семьей, ходила со своими родителями в миграционes. Сейчас это прям чуть ли не профессия, да? Они говорят помогаторы. В общем, я была помогатором для своей семьи. Я иногда это делаю для своих друзей тоже. Я не работаю, еще раз хотела разъяснить это, я не работаю в этой сфере. Я только сделала несколько переводов и преподаю испанский. Да? Но помогатором я не работаю. Я просто помогаю своим друзьям иногда решить какие-то проблемы. Кстати, это не мой дом, на всякий случай. Это дом соседки. Просто здесь мне понравилось местечко, чтобы заснять видео. И следующее видео начнется отсюда, потому что следующее видео это будет мой обещанный хаус-тур, который я так и не сделала на русском языке. Так вот, что я еще делала? Мне еще надо было звонить по аренде, да, то есть надо было звонить по телефону и договариваться. Когда мы ходили смотреть эти дома или квартиры для аренды, это я ходила всегда с ними. Когда нужно было написать какую-то записку или заявление, это тоже было все на мне. То есть это был не только перевод, это еще нужно было сформулировать все. Да? То есть с 14 лет вот у меня началась такая работа. И в то же время, через несколько месяцев в школе у меня уже все было, конечно, отлично. Наверное, если вы сюда приехали уже с детьми и с подростками, то вы знаете, что это все происходит очень быстро. В школе они очень быстро адаптируются, приобретают быстро словарный запас и начинают уже шпарить, может, даже с какими-то ошибками. Кто понаглее, ему дается это получше, начинают шпарить по-испански. Моя сестра не сидела ни с какими словарями, не ходила, не переводила никаких работ, никаких записок. Словарь был всегда у меня, потому что он ей 300 лет не нужен был, и она абсолютно прекрасно и очень быстро выучила испанский язык. Просто как идет другой подход, да, например, сформулировать какие-то сложные фразы, где нужно тебе отстоять какие-то твои права, уже не каждый это умеет, да, даже на своем, скажем так, родном языке. Насчет возраста, да, я вот еще хотела что заметить, зависит от каждого человека. Я вам такой совет дам. Не нужно настраивать себя, что типа все, мне уже за 30, мне уже за 40. Я на испанском, как нативо, да, я уже на нем никогда так не заговорю.
Я не советую так мыслить, потому что вы уже себя настраиваете, все-таки до этой цели не добраться. Какие у вас будут шансы, если вы изначально уже поставили эту не цель? Se trata de proponerse un objetivo e ir hacia él. Я в предыдущих видео уже называла свою группу в Телеграме, называется «Разберемся с испанским». Это именно группа, да, это не канал, а именно группа, там, где люди могут свободно задавать вопросы насчет испанского языка. И там я говорю «мы», потому что иногда отвечают другие члены этой группы, то есть отвечаю я на вопросы, плюс еще более продвинутые просто люди, которые изучают испанский язык в своей аргентинской форме. Некоторые из этих людей собираются приехать в Аргентину, некоторые уже живут в Аргентине, а некоторые даже не собираются приезжать сюда, а им просто понравился именно аргентинский вариант. В последующие годы мой испанский язык это уже был не просто испанский на общительном уровне или там по учебе, но еще я изначально начала читать книги. И потом, конечно, во время учебы в университете это было сложно, но в основном, конечно, я читала по своей профессии. А потом уже в конце моей учебы у меня появилось побольше времени, и я стала очень много читать. Я читала на испанском, во-первых, потому что к тому времени он уже был моим первым языком, да, и сейчас это для меня мой первый язык. Русский язык это уже, получается, для меня стал вторым языком. Несмотря на то, что я говорила по-русски с рождения и до 14 лет, но после 14 лет мое общение на русском было очень таком на повседневном, на бытовом уровне. И со своими родителями, со своей сестрой я могла вставить слово на испанском, если его не помнила на русском. И мы, кстати, это очень часто делали. И проблема решена. То есть не нужно было ломать голову. Такой ленивый подход. Берешь, оставляешь слово на испанском, да, потому что не было такой мотивации. Более того, я стала изучать французский и английский. И еще какое-то время изучала немецкий. По-немецки я вам ничего слова не могу сказать, но по-французски, по-английски я тоже даже в свое время начала читать литературу, когда я уже жила в Буэнос-Айресе. Там можно достать книги, в принципе, на любом языке, тем более на английском и на французском. Это можно купить через Mercado Libre, можно зайти в какие-то либрерии, на улице Корриентес, там их полно. Нужно быть амбициозом, да, нужно иметь вот эти амбиции насчет языка и darle para adelante, как мы говорим. Да? Darle para adelante — это идти вперед, не думать, ой, я ж нифига еще не говорю, какие-то могут быть книги. Нет, если тебе нравится читать, читай. Если тебе нравится какая-то тема по Ютубе, смотри. Если тебе нравится какой-то сериал, бери и слушай. Конечно, советую, если вам действительно нужен аргентинский вариант, все-таки постараться все это находить именно в аргентинском варианте. Значит, я учила испанский язык, но на самом деле я его учила целыми днями, да, то есть испанский язык я учила в школе, и потом я приходила домой. И помимо домашней работы, единственное развлечение, которое можно было получить, это через телевизор. Так вот, когда я смотрела телевизор, да, я смотрела сериалы «Няню», «Ля Ниньера», я постоянно записывала фразы, записывала построение. И при этом я даже не знала, как назывались многие из этих времен глагольных. Я все это сказала сначала в обычном словаре русский, испанский, русский, а потом я искала в этой энциклопедии. И некоторые слова приходилось даже там как-то догадываться, и либо пока не встретишь их еще в какой-то другой ситуации, так, в принципе, можно было не понять толком, что они значили. Но всегда я пыталась дойти до последнего. Для меня сначала была цель, в общем, понимать и изъяснять свои мысли. Но когда я уже этого достигла, моей целью также стало, чтобы меня не принимали за иностранку, потому что когда тебя раз спросят, откуда ты, почему приехал, два спросят, то уже приходит какой-то раз, 50 или 80 или 200, в зависимости от человека, когда уже устаешь рассказывать всю историю. И к тому же уже не хотелось выделяться, и поэтому все-таки в мою цель превратилось стопроцентное знание, скажем так, с правильным произношением и с правильным использованием различных фраз и жаргонов испанского языка. Хотя могу сказать, что даже 12-13 лет спустя, пока я не стала сожительствовать со своим мужем, все равно были какие-то детали, которые я не могла включить, да, в свою разговорную речь.
Когда я уже начала жить со своим мужем, к тому же он из пригорода Буэнос-Айреса, там, где жаргон, ну, вообще прям процветает этот лунфардо, и Буэнос-Айрес и пригород — это самое неформальное, что может существовать в Аргентине. Вот это все в моей речи привелось, и за последние 10 лет, скажем так, оно тоже менялось. Ну, в принципе, речь любого человека, даже на том языке, вот, на котором вы говорили с рождения, она будет меняться в зависимости от того, под какое влияние вы попадаете, с кем общаетесь, и также в зависимости от развития самого языка. То есть, в принципе, ни один язык ты никогда не заканчиваешь учить, да, ни один язык. Поэтому я считаю, что с психологической точки зрения, с одной стороны, это хорошо искать какое-то совершенство, но в то же время позволять себе ошибаться — это бывает ключевой момент для того, чтобы все-таки начать разговаривать на языке. Да? Потому что я знаю людей, которые в течение многих месяцев даже не могут пытаться что-то говорить на языке, потому что просто-напросто они боятся ошибиться. И нужно думать так, что мы всегда в процессе, в любом языке, потому что наши мысли, они тоже всегда в процессе. Не нужно стесняться, но стараться всегда говорить как можно правильнее, как можно понятнее и найти свой стиль. Да? Потому что, например, вы можете услышать, что мы часто говорим: честно говоря, я лично это слово употребляю как обзывательство, но большинство людей употребляют его, да, вот просто по-дружески. Но среди моих друзей мы так не говорим на друг друга, да, то есть у нас нет такой культуры именно вот в моей группе друзей. И лучше не заставлять себя использовать какой-то жаргон и вот эти все ходовые какие-то обзывательства. И если вы точно не уверены, ну, во-первых, какой импакт то, да, может произвести, какой импакт то puede generar, то есть, да, вот как его может воспринять человек, с которым вы общаетесь, а во-вторых, как его могут воспринять именно от вас, учитывая, что человек иностранец. И, конечно, ему все простят, скажем так, потому что он может ошибиться именно в этом, да, вот именно в ситуации использования некоторых слов. Но желательно немножко подождать, пока не уложится точно, и пока все это установится, вот ваш стиль разговора, и тогда только переходить на какие-то там самые жаргонные выражения. Значит, en conclusión, en resumen, я считаю, что испанский язык — это такой язык, он сделан как-то для людей, что ли, вот на нем легко говорить. И любой человек, вот даже такой неначитанный, он действительно может очень хорошо изъяснить свои мысли. Насчет моего русского. Значит, русский я начала возвращать год назад, потому что я создала этот канал на русском языке, и к тому же я начала общаться с людьми на русском языке. И я, если не помнила, хотелось бы вставить мне какую-то фразу на испанском, люди меня не понимали. И поэтому просто чисто из-за этого было уже достаточной причиной, чтобы все-таки русский язык поднатаскать, послушать на нем что-то, почитать на нем что-то, плюс общение, и вернуть его все-таки рекуперар, да, то есть восстановить русский язык. 23 года я здесь, да, в Аргентине, и с 14 лет до года назад я, в принципе, его просто потихонечку забывала. Было такое дело, что я когда-то скачала книгу на русском. «Преступление и наказание» я читала на испанском, а потом решила чего-то его скачать там на всех языках, которые я изучала. Я его нашла на английском, я его нашла на французском и, кажется, даже на немецком. За 23 года, которые я не жила в русскоязычном мире, появилось много слов, которые стали использоваться, да, в русском языке и которые раньше не использовались. По этой причине тоже мне приходится еще подучивать русский язык в том плане, что появились новые фразы, да, вот просто нужно его актуализар, да, то есть нужно сделать такой апдейт, чтобы было понимание, да, между собеседниками. Для меня это важно. Ну, а что же насчет украинского языка? Украинская мова у меня была в школе. У меня был украинский язык и украинская литература, но я не была никогда носителем языка. У нас были некоторые каналы на украинском, но я предпочитала больше смотреть на русском, потому что украинский я настолько не понимала. Но на данный момент мне попалась парочка каналов на украинском языке, и я поняла, что все равно больше 90% я все-таки понимаю. Но на данный момент у меня нет планов изучения украинского языка. То есть для меня на данный момент было бы намного интереснее и важнее изучить португальский язык, да, потому что у нас Бразилия вот здесь рядышком.
И для меня это было бы более полезно, да, потому что я не тот человек, что думает, ну, прямо об истории, вот mis orígenes, raíces, да, корни. Нет, я корни здесь уже пустила, да, то есть echar raíces, то есть слово desarraigarse, да, то есть когда ты уезжаешь из своего места, где были твои корни, ты теряешь, как бы, ты отдаляешься от всего этого. Ну и есть же слово arraigarse или echar raíces, то есть ты едешь в другое место и уже закореняешься там. В моем случае я закоренилась здесь, в Аргентине. Я думаю, это уже было понятно из моих прошлых видео. И, скажем так, пока меня связывало с Россией или с Украиной мое прошлое, ну, плюс у нас родственники там, да, некоторые остались, то смысла для меня не было развивать русский язык, да, или украинский язык. Ну, на украинском языке у меня даже родственники не говорят. Я не говорю людям, там, бросайте свои корни, это каждый по-своему это решает. Да. Для меня был лучший вариант все-таки сменить свою идентичность. Но когда я говорю по-русски, возможно, прошлая идентичность тоже немножечко возвращается каким-то образом, так как когда ты говоришь на языке определенного народа, то ты должен как бы мыслить немножко не только на этом языке, но еще и мыслить как этот народ. И поэтому есть такой момент, да, что билингвы, у них две параллельные могут быть идентичности. На этом все, друзья. Следующее видео, значит, начнется вот приблизительно с этого же места, и мы начнем разбираться со словарным запасом, связанные с местом жительства, может это пригодится для аренды, как называются различные типы улиц, как называются различные там заборы, двери, предметы в доме и так далее. И, конечно же, это не будет только словарный запас. Если я вам буду объяснять, допустим, чем мы обогреваемся, то это еще будет связано с нашим образом жизни. Ну, всем пока и увидимся в следующем видео.